Здравствуйте, уважаемые товарищи, леди и джентльмены, господа и друзья. Итак, сегодняшняя наша тема — это продолжение вчерашней темы. И вчера мы закончили на ритуальной защите. Кто-то сегодня пробовал делать ритуальной защите? Хотите, я скажу, что вы должны почувствовать? Вы должны почувствовать ничего. Почему? Ничего не должно произойти. Потому что если вы ощущаете, что сейчас я приложу, да, и после этого я начну что-то ощущать. Нет, ритуальная защита — это то, что вы ощущать не будете никогда. Зачем же она делается? Начинают ощущать окружающие люди. То есть они перестают завидовать, они перестают в вашем направлении нервничать, они перестают на вас обижаться и так далее, и так далее. То есть это не для вас делается, это скорее делается для них. Понятно? То есть раньше вас мучили бы, пытали, а после этого буду делать так. А Алена сделала, да, ладно, раз Алена, все пройдет. Вот если бы та женщина, которой я должен был заплатить деньги, ставила ритуальную защиту, то я бы не чувствовал, что она недооценивает свой труд. Помните, я вчера об этом рассказывал? Вот если бы она сделала ритуальную защиту и пришла, а она сделала, и сегодня пришла, и говорит, надо же, я сегодня за год сделала первый раз ритуальную защиту, и я ей заплатил деньги. И мне сегодня, как ни странно, было не жалко. Я ей говорю, что выполняете практики первой ступени. Она говорит, стыдно признаться, сегодня открыла конспект и за год сделала первый раз ритуальную защиту. Я говорю, сколько я вам там должен? Почему? Потому что сразу же появилось желание заплатить ей деньги. Почему? Вот эти вот внутренние концепции, которые связаны с тем, что мне там незачем платить, я там дурнушка или еще что-то, через призму ритуальной защиты эту информацию с вас не снимают. Понятно? А также, если вы кого-то раздражаете, то после ритуальной защиты вы будете раздражать меньше. Ритуальную защиту не нужно делать долго, ее делают год, после этого можно ее всю жизнь не выполнять уже потом. Ну что, вчера я пообещал вам дать метод, при помощи которого можно развязать узлы. Давайте запишем кармические узлы. Кармические узлы жизненной реализации. Если человек развяжет себе узлы, то его жизнь меняется наверняка на 100%. Он становится менее трусливым, он становится более решительным, более отважным, более стойким, более крепким, более умным, более выговаривается, появляется где-то желание творчества, желание двигаться вперед и так далее. Да? Итак, где эти узлы находятся? Первый узел, где эти узлы? Это узлы наших чакр 1, 3, 5 и 7. Поняли, да? Запишем. Эти узлы находятся у нас в 1, 3, 5 и 7. Также есть узел, который называется спутанные ноги. Пишите 1, 3, 5 и 7. Первый, 3, 5 и 7. Теперь не нужно говорить, наверное, с какой стороной эти чакры связаны, или нужно. 1, 3, 5 и 7 чакра — это чакры, которые принадлежат правой стороне нашего тела. А 2, 3 и 6 — это то, что принадлежит левой стороне нашего тела. Смотрите, мы втягиваем и втягиваем чакрами 2, 4 и 6, а отдаем 1, 7, 3 и 5. Поняли? Таким образом, смотрите, если смотреть по нашей сфере жизни, то отдаем мы больше, чем принимаем. Согласны? Смотрите, отдаем мы 1, 3, 5 и 7, а принимаем только 2, 4 и 6. Таким образом, на одну чакру больше мы отдаем энергии, чем мы берем. Почему? Это так устроен процесс жизни человека. Если мы отдаем больше, чем мы берем, значит мы должны в дальнейшем, это призма нашего старения. Таким образом, человек израсходует свою жизнь за счет того, что он отдает больше, чем он приобретает. Но это будет продолжаться до тех пор, и вы будете жить до тех пор, пока вы будете стараться именно так жить, отдавать больше, чем вы можете забирать.
И до того момента, пока человек будет хотеть отдавать, он будет жить. В тот момент, когда он ничего не хочет отдавать, это начинается у него в виде признаков, первых признаков смерти. До того момента, пока человек хочет танцевать, пока человек хочет любить, пока человек хочет там что-то говорить, пока человек хочет работать, пока человек что-то делает, он будет всегда существовать и будет иметь возможности жить. До того момента, пока он не сядет в комфорте, не начнет вспоминать и не включит у себя состояние бесконечного накопления энергии. Люди умирают от того, что у них происходит перенакопление энергии, и они взрываются. Почему? Потому что отдавать они при этом не хотят. Смотрите, мы кушаем, а двигаться не хотим. Почему? Это дома вы, наверное, замечали. Пришла суббота-воскресенье, вы говорите, так надо покушать. После этого покушали, говорите, боже, что же я так устала, наверное, полежать нужно. Полежали. После этого говорите, нужно снова покушать, покушали. Посмотрели 3-4 фильма, полежали. И после этого говорите, надо же, целый день я ничего не делала, а так устала. И нужно спать, наверное, лечь. И после этого это на что похоже? А ведь пища это тоже накопление энергии. Правильно, да? А вы, получается, пищу-то эту принимали, но при этом ничего не делали. Куда-то ей деваться нужно? Нужно. Во что она превращается? В чувственную, в потенциальную энергию сознания, которую мы не используем, в физическую энергию, которую мы не используем. А это же энергия, ее нужно использовать для того, чтобы жить. Поняли? Почему я имею все и при этом заставляю себя принимать людей, проводить семинары, читать семинары? Потому что это особенность жизни. Хочешь жить, старайся что-то делать постоянно. Понимаете? Не торопитесь, не стремитесь к бесконечному комфорту. Он убивает людей. Понятно? Он нужен, в нем приятно, но он нужен для того, чтобы отдыхать. Ищите повод для реализации. Это очень важно. Итак, какие узлы и зачем их развязывать? Самый первый узел, который мы должны развязывать, это узел, который называется спутанные ноги. Почему он возникает? Это мысли наших прародителей, а также наши кармические прегрешения, которые мы накопили на протяжении нашего жизненного опыта, а также опыта прошлых жизней. К чему он приводит? У человека появляется из-за того, что есть вот такие вот узелки на ногах, варикозное расширение вен, а также болезненные состояния ног. Как развязывается? Представляете, будто у вас вокруг ног обмотана веревка или колючая проволока. И правой рукой на вдохе размотайте это все несколько раз. Как будто на несколько витов. Вот мои щиколотки, да? Вот я сижу, и вот так вот стоят мои ножки. Видите? Я представляю, будто вот здесь происходит перевязывание проволокой, ниже колен. Поняли? Разматываю. Раз, два, три. После этого представляю с открытыми глазами, будто я взял проволоку, потрусил и отбросил ее от себя. А делали такое, да? Мы такое на морском курсе делали. Вот так. Представили, будто у нас ножки связаны, и представили, будто они веревочкой перемотаны или колючей проволокой. И сделали раз, два, три. И с ножек проволочку размотали, потрусили и сбросили от себя там в правую сторону. Понятно? Если правильно все делать, то мы начинаем ощущать. Данная специфическая практика эзотерическая позволит вам избавиться от безденежья и болезней, потому что начинает циркулировать и двигаться энергия материализации через ноги вверх, саттвическая энергия. Дело в том, что саттвическая энергия это как раз то, что не хватает людям больше, чем всего остального. Чем сильнее болеет человек, тем меньше саттвической энергии он потребляет. Это значит, у него что-то там перемотано на его ножках. Таким образом, избавляется человек от страхов, нервных состояний и так далее, и так далее. Понятно? Второй центр называется центром страха и бездействия страха. Находится он там, где находится первая чакра. Что нужно представить? Представляете, будто у вас есть бантик, который завязан у вас между ваших ног. С двумя кончиками. Видели, как кукла так завязана там, и там бантик.
Берете за два кончика, делаете вдох и развязываете бантик. И представляете, будто две ленточки вы трусите в руках и бросаете эти ленточки в левую и правую сторону. Потрусили и бросили. То же самое нужно сделать на третьей чакре, на пятой чакре и сверху на седьмой. На третьей чакре, на пятой чакре и сверху на седьмой. Как часто это нужно делать? Ну, если вам нужно сказать, как часто, одного раза утром достаточно, один раз в неделю. Если вы это поделаете хотя бы один месяц, один раз в неделю выполняя, ну, 4 раза в месяц, то заметно улучшите и состояние своего физического тела, и увеличится и решительность, и как-то на второй план отойдут какие-то безумно цепляющие нас нервные состояния. Не нужно узлы развязывать всю жизнь, потому что узлы развязываются только в начале выполнения эзотерических практик. Если вы их развяжете, допустим, там 10 раз в своей жизни, то больше в своей жизни можете их не развязывать. Также узлы нужно развязывать обязательно, если у человека есть онкологические новообразования или заболевания, потому что это узлы вот этих заболеваний. Поэтому, когда вы будете приезжать ко мне на морской курс и дадите мне возможность, чтобы я с вами поработал, то вот со мной там нужно будет узлы поразвязывать. А дома для себя вам достаточно 10 раз там поразвязывать и все, потому что цели другие. Цели заставить вас чувствовать реку жизни по-другому. Поняли? Это узелки решительности. Смотрите, что это за узелки решительности. Река жизни — это то, что заставляет человека, то, что может смыть. Вот человек в реке жизни — это как лодка, которая плывет в будущее. Поняли? Как лодка, которая плывет в будущее. При этом, когда вы плывете в этой лодке, у вас должен быть двигатель в виде весел там, или весла, да, которые должны быть двигателем, либо парус. Так вот, вот эти вот дырочки, которые называются первая, третья, пятая, седьмая чакра, и материализации узел, который у нас на ногах завязан, это как раз вот этот двигатель, который будет заставлять вас двигаться в этой жизни. То есть это будет вас стимулировать, включать весла, включать воздух в паруса. Поняли? То есть это то, что должно заставить вас реализоваться. У нас в школе есть вот такой вот символ. Этот символ семиконечная звездочка. Видите? Эта семиконечная звездочка по-другому выглядит так. Это вид реализации, вид полной реализации человека сбоку. Таким образом, смотрите, если энергия сюда заходит, то она куда-то должна выходить. Она выходит сзади. То есть человек берет концепцию, переваривает и ее отпускает. Если он берет во вторую чакру, то он тоже ее выпускает. Поэтому можно посчитать, сколько есть в нашем теле выходных отверстий. Это первая чакра, это третья, пятая, седьмая чакра, а также 3, которые находятся у нас сзади. Это макушка, а также наш живот и наша грудь. Таким образом появляется 7 элементов яркого прообраза желтого свечения. Элемент полной реализации в своей жизни любого человека. Таким образом, если человек представляет, будто он сбоку светится, как семиконечная звезда, я вам не даю это как практику, вам это пока не нужно. Если он реализовывает себя в виде семиконечной звезды, значит он будет реализован во всех направлениях жизни. В любви, в счастье, книги напишет, кино снимет. Главное, чтобы ему что-то хотелось делать. Но ему еще и хочется это делать, потому что он себя реализовывает во всем. Реализовывает в том, что отпускает проблемы, реализовывает в том, что убирает страхи и так далее, и так далее. Вот поэтому символ нашей школы — это семиконечная звезда, полной реализации человеческой жизни. Чтобы не было вопросов, что это обозначает, да? Это наша системная реализация всей нашей жизни. Таким образом, полностью реализованный человек — это человек, у которого, если смотреть на него сбоку, появляется семиконечная звездочка. Интересно? Итак, продолжаем. Если вы развязали данные узлы, это невероятно хорошо.
Почему? Потому что это в дальнейшем сделает вас реализованным человеком. Вам захочется писать стихи, у вас появится возможность и желание как-то в жизни верить во что-то, появятся новые чувства, но самое важное, у вас не будет ступора в жизни. То есть, когда бы ни происходил в вашей жизни тупик, у вас не будут ни опускаться руки, ни вы не будете ни сдаваться, ничего. Почему? Вы будете, несмотря ни на что, двигаться вперед. Понятно? Итак, продолжаем. Сегодняшняя тема следующая. Это, наверное, нужно вам дать несколько практик, которые связаны с оздоровлением. Давайте мы их оставим на самый конец нашего этого семинара, потому что у нас последний день. Итак, я рассказывал, что мне нужно дать вам методы, при помощи которых вы можете убрать что-то в вашей жизни, чтобы у вас не было, или повлиять как-то, чтобы у вас не было в жизни долгов или неприятностей. Хорошо? Давайте мы с этого и начнем. Убирание из жизни неприятностей. Первая неприятность, которая есть в жизни человека, называется так. Внутреннее омрачение. Внутреннее омрачение. Чем? Вы знаете, омрачаться человек может следующим образом. Меня омрачаю я сам, себя. Видели, да? Подошли к зеркалу и стали, и делаете так. Ой, боже мой. Я молодая, я богатая, красивая, здоровая. Ой, что-то. Тело мое цветущее, но требующее утюга. И подтяжки, золотые нити. То есть начинаем вот себя так оценивать. Это создает наше омрачение все время. Кстати, хочу в этом случае сказать вам следующее. Оказывается, это вы воспитываете окружающих людей видеть в вас что-то. Поэтому, если вы уже сами умудрились что-то увидеть, то тогда об этом никому не говорите. Понятно? У меня такое в жизни было. Когда-то я начал смотреть, как любимая на то время там, или нелюбимая там, девушка, которая стояла после душа, там, после ванны, вязаная полотенцем возле большого шкафа-купе, возле зеркала. И так вот смотрит, увидела, что я в зеркале на нее смотрю, а я сижу и думаю, в розовом полотенце, такая розовая, красивая. После этого она так на меня посмотрела и говорит, надо же, ты что, увидел целлюлит вот этот? Я сама уже не знаю, что с ним делать. Вот, может, ты что-то посоветуешь? Я так сделал, ух ты ж, точно, есть целлюлит. После этого, когда бы она ни ходила, и что бы она ни одевала, я все время видел целлюлит. Как специально глаз туда лез и специально рассматривал этот целлюлит. Поэтому вы обучаете тех людей, которые рядом, видеть ваши недостатки, если вы их все время подчеркиваете. Если их не подчеркивают, то вас не видят. У меня не пахнет изо рта. Вот с этого момента уже пахнет. Потому что до этого никто не задумывался об этом, а теперь будут принюхиваться. Ой, извини, я иногда подпукиваю, да? Ну все, конец. Теперь будут искать момент, когда ты будешь подпукивать. От меня не пахнет, конец вам. Теперь вас будут нюхать круглосуточно. Привет, любимый муж. Понимаете, да? Ой, у меня небольшой подбородок. Все, конец. Теперь лица нет, а живет подбородок. У меня грудь... Раньше была грудь хорошая, красивая, а теперь маленькая. Почему? Научила сама. Ой, такая маленькая грудь, так стесняюсь. Боже, у нее такая маленькая грудь, теперь и я стесняюсь. Что стесняешься? Трогать стесняюсь. Почему стесняюсь трогать? Ну она ж маленькая, вдруг как-то наврежу там как-то. О боже мой, вы понимаете, да, как мы себе портим жизнь? Мужчина встречается с женщиной, и она начинает ему говорить, у меня волосы редкие. Все, минус из 10% абсолютного обожания, минус 1 уже, волосы редкие. Потом говорит, от меня не пахнет, все, каждый вечер будет ложиться, нюхать. После этого ой, зуб раскрасил, капец, теперь все глаза только в зуб. Волосы редкие, конец, теперь будут еще и волосы в этом. Ой, какой-то я, по-моему, я поправилась. Боже, что я все время толстею, все, теперь его это мучает. Он будет видеть вас, говорит, что же она такая толстая, что же... А потом, я везде толстая, капец, она везде толстая, она везде толстая. То есть до этого было все хорошо.
Мне мужчина приходит и говорит, я не могу жить со своей женой, она меня бесит. Я говорю, почему? Потому что у нее огромная попа. Я говорю, ну, он говорит, я готов с ней расстаться из-за того, что у нее огромная